Всем привет! Сегодня будем готовить на арханге блюдо узбекской кухни. Для того, чтобы блюдо у вас получилось максимально вкусным, у вас должны быть классного качества овощи. Сладкая морковка, сладкие помидоры, сладкий перец, хорошее мясо, лук, картофель, чеснок, укроп и кинза. Перец я буду использовать капи. У него особая сладость и аромат. С него, кстати, делают сухую паприку. Поэтому в этом блюде вы используете перцы красного цвета. Значит, по поводу баранины. Когда мы делали шашлык из целого барана, у меня были обрезки. Я сделал два пакета. С одного я сделал суп с тархуном, я оставлю ссылку в описании. И второй пакетик у меня пойдет на арханге. Значит, что у меня здесь входит? Ребра оставшиеся, задняя часть курдюка с кусочками мяса. Нога мы ее зачистим, шейная часть. Еще одна нога, голяшка, мы ее тоже снимем, порежем в блюдо. Задняя часть с тазом. И один из самых главных ингредиентов это курдюк. Когда я зачищу мясо, я его взвешу, потом взвешу овощи и скажу пропорции. И еще в этом блюде очень важно, для того, чтобы максимально вытащить из него все ароматы, здесь овощ нарезается максимально мелко. Потому что если вы кинете целый перец, либо крупно порезанную картошку, либо крупно порезанную морковку, это будет совсем другой эффект у блюда, но это позже. Итак, первое, зачищаем. Все, косточку уберем, она не нужна. Сильно курдюка много не беру, у меня есть отдельный курдюк, он мне еще пригодится. Жила не нужна, ее уберем. Голяшечная часть. Эти все прожилки потом перетушатся, будет супер. Такие кусочки. Отлично. Гляньте, какая мякоть. Посмотрите. Шикарнейшая, просто в задней части. Ее многие просто утилизируют. Заднюю кость, тазовую. Она не просто мяса, очень много. Просто мягчайшее мясо. В этом блюде вы используете чисто баранье мясо, абсолютно со всего. Можно сделать оттенок на корейку, либо на передние ноги. Но у меня сборная, со всего барана. Все. Все. Значит, на 2,5 килограмма баранины, 275 грамм у меня курдюка, 5 головок чеснока, 100 грамм укропа, 50 грамм кинзы, килограмм лука, килограмм картошки, килограмм морковки, 1,5 килограмма томатов и 5 сладких перцев капи. Лук нарезаем тоненько, 1/4. Прожилки убираем. Дело в том, что нужно обжарить курдюк с мясом и закладывать в холодный казан потом. Это можно сделать и в казане, потом с казана все убрать, протереть его, уложить в холодный казан обжаренное мясо, переложить со слоями. Но мы пойдем немножко другим путем. По просьбе подписчиков неоднократно меня спрашивали, как готовить блюдо с казана в духовке. Поэтому мы сегодня будем закладывать все в казан и в духовку. Поверьте, мы могли это приготовить и на казане на открытом огне. По большому счету разницы нет. Чуть соли и чуть перца.
Шейная часть. Сильно не пережаривайте. Крупные куски на низ, те, что мельче, сверху. После того, как уложили мясо, немного соли. Чуть перца. Буквально чуть. Не забывайте, тот перец, который вы пережарили, это немножко другой перец, который свежемолотый. Тот процентов 50 уже потерял своей мощности. А свежемолотый перец даст аромат особый. На морковку положим курдюк. Помидор нарезайте кольцами до сантиметра. Друзья мои, вы не представляете, какой стоит аромат. Я теперь могу представить, когда здесь узбекская морковка, как солнце сладкое, солнечные помидоры. Но я и так старался, выбирал в магазине, искал максимально все сладкое. Морковка у нас своя сладкая, а помидоры, конечно, уже не сезон, пришлось найти импортные, но сладкие. Я отправляю в разогретую духовку до 180 градусов на 1,5 часа. Если это будет уличный казан, все то же самое. Томим на мелком огне 1,5 часа. Обратите внимание, картошка цельная, не развалилась, упругая. Она аж как поджарилась. Мармелад. Ну, юшки, глянь, сколько. Полказана. Ребра вываливаются. Много доставать не буду, холодно. Картошечки еще добавлю. Капец красотища, а? Оно с чесночком. Отлично. Главное, что все упругое. Попробуем.
Это бомба. Это какой-то овощной рагу с бараниной, но с каким-то оттенком необыкновенным. Мне просто супер. Просто еще юшечка в казане. Попробуем баранинку. Ребята, обязательно свежий лаваш, обязательно, никакой не поджаренный, чтобы в юшечку помакать, чтобы все нежное было, ароматное. Всем приятного аппетита, крепкого здоровья, хорошего настроения. До новых встреч, мои дорогие. Пока. Стоп. Как сказал один узбек, на арханге должно помещаться в ложку.